расскажу про EOS, про наше видение, что мы там делаем и что мы чувствуем. Вам скажу однозначно, что блоки в EOS закрываются намного больше и быстрее, чем, например, наш трафик на Подоле. Еле успел сюда, как бы трафик просто ужасный, думал, как бы не успею. Но только понимаю, что много людей также опоздало. Но если что, мои контакты в презентациях будут. Итого, EOS мы презентацию назвали Next Generation Blockchain. Такую вкратце сначала, перед тем, как по протоколу рассказывать, расскажу, зачем он нам и как мы сюда вообще попали с этим EOS. У нас когда-то была весьма прикладная задача подключить к EOS к одной бирже платежку, ну и разобраться, что это такое. Вот. Мы заэстимейтили буквально там на пару дней эту задачу. Когда мне в моей боссе начали рассказывать, что это намного дольше, намного сложнее и все остальное, как бы я решил как бы сам в принципе проверить. Зашел на инструкцию по установке, делаю биткоин, качаю, но качается. Я смотрю, там, блин, пару сот мегабайтов кода, думаю, мать твою, что можно было написать. Вот таким образом я на нее обратил внимание, вот и такое первое знакомство. На самом-то деле впечатлил сначала по своим как бы характеристикам, даже не поверил. То есть, ну, такое чудо, что вроде такой быстрый и хороший, и сколько блоков закрывается, вот, и транзакции бесплатные. Я сначала первое думал, может, какой-то бесплатный сермишировки. Но разобрались и действительно отвечает действительности. Это мне подсказочки мои пацаны сделали. Так, итого, EOS. Очень часто спрашивают или сравнивают EOS с эфиром. В принципе, нет ничего удивительного, потому что история наша как бы, ну, блокчейнов, там, я не буду говорить там, про различные там, щиткоины и недопротоколы, и вообще как бы, блокчейнов таких знаковых. Биткоин, эфир и, скорее всего, EOS. Поэтому часто мы внутри всей команды называем, что это EOS эфир на стероидах. Почему? Потому что, в принципе, задумка очень похожа на эфир. Те же самые смарт-контракты, тот же самый там глобальный суперкомпьютер, децентрализированное как бы исполнение, только попытались ребята с Block.one сделать это все как бы намного быстрее. Обещают сотни тысяч, а то и миллионы транзакций в секунду теоретические. Вот, и возможность вертикального, горизонтального масштабирования, что, в принципе, для любого инженера, как бы, даже не связанного с блокчейном, вполне нормальные вещи. То есть мы пишем какое-то приложение, это наше приложение должно работать где-то в облаке, и мы при необходимости можем расширить себе, там, докупить памяти, место, CPU и все остальное. Вот ровно такая же самая идеология в iOS. Ты запускаешь приложение, покупаешь себе ресурсы, и твое приложение исполняется на таком глобальном суперкомпьютере. И часто разработчики и сам Block.one EOS называют даже не блокчейном, а некой операционной системой, что в принципе соответствует действительности. То есть вы можете написать приложение под iOS, вы можете написать приложение под Windows, а можете написать приложение под EOS. То есть приложение также как бы на C++, его, скорее всего, по наследию называют как бы смарт-контракты, вот, но с точки зрения инженера это простое приложение, которое компилируется и исполняется в этой всей как бы экосистеме. Помню, когда начиналось ICO EOS, я так посмотрел на их модель, на весь аукцион, и у меня как бы первый вывод был такой: скам. Год они что-то будут собирать, зачем им какие-то такие большие деньги, какой-то голландский уставон, скамер даже смотреть не буду. Но и так думали очень многие. Но как показала практика, то есть после ICO EOS, который собрал безумно 4 миллиарда, как бы это реально типа безумие с точки зрения реализации. Вот. Все уже начали обращать внимание, что вот и голландский аукцион, это не так плохо, а если кто-то говорит, что это плохо, то посмотрите как бы на EOS, там у них вроде как бы все получилось. Майнет запустили его с горем пополам, вот. За ним как бы наблюдали все, как бы каждая масс-медиа решила все факапы EOS оголить, представить. Вот, смотрите,
они там централизированные, они факапные, как бы, и они как бы сырые, и у них как бы все хреново. Но на самом-то деле, наблюдая, как эти все баги фиксились и как быстро как бы реагировала блок-продюсер и комьюнити, мне очень понравилось. То есть если взять, не знаю, там, такого уровня проблемы и попытаться решить их как бы на эфире и на биткоине, то это в полгода срача, хардфорки, дебаты, ну, что-то, как бы, что не является продуктивным. Вернусь немножко к началу своей проповеди. По скорости. Действительно, iOS закрывает в 1 секунду 2 блока. То есть каждые полсекунды закрывается блок, и он быстрый. Здесь небольшая сравнительная характеристика. То, что закрывает, и сколько транзакций в секунду мы имеем. Биткоин плюс-минус 4, эфириум 15, Stellar 1000 задекларированных. Я своими ручками, в принципе, 1000 не видел. Вот, но при необходимых условиях можно добиться. iOS декларирует миллионы и сотни тысяч, но пока подтвержденных транзакций, которые мы видели в сети в секунду, как бы это действительно как бы 1000. Вот. Но при этих 1000 транзакций, в принципе, как бы не было никакого там перегрузки сети. Он действительно при должном конфигурации и развитии может держать и сотни тысяч транзакций в секунду. Пока такого количества, таких приложений с таким capacity на iOS нету. Есть там, у нас есть криптокодики на эфире, которые там засоряют эфир. На iOS пока есть блок Twitter. Там мы уже сидим, как бы искусственно фильтруем эти транзакции, как бы какого-то спама, но при этом этот весь типа флут, он себя как бы не нагружает. Поэтому можно грузить и грузить его. Дальше. Это такие вечные дебаты о том, что iOS централизированный, это не совсем как бы блокчейн, и зачем он все нужен. Одна из главных идей iOS, как бы от его создателя, от Блоквана Дэна Ларимера, в том, что этот блокчейн должен быть представлен для реального сектора экономики. То есть реальный сектор экономики — это взаимодействие между субъектом хозяйственной деятельности. Я как IT-компания, есть у меня заказчик, и мы с ним там вступаем в договорные отношения. Я обещаю ему предоставить там услуги в виде там написания кода, он мне обещает заплатить как бы деньги. Это как бы, ну, в каждом бизнесе есть такие правила. Вот. iOS, его идеология пытался сделать так, чтобы все эти взаимоотношения могли такой seamless образом лечь как бы в бизнес, чтобы бизнесу не нужно было там ломать свои процессы, переобучать свой персонал. Есть договорные отношения, есть валюта, которой мы рассчитываемся. Это могут быть там токены, могут быть iOS, может быть даже токенизированные как бы стейблкоины. И есть конституция. Что такое конституция? То есть если мы с вами договариваемся о том, что вступаем в деловые взаимоотношения, обычно последним пунктом в договоре есть там і спори там вирішуються згідно там чинного законодавства. Вот iOS также пытался сделать вот некий там прообраз чинного законодавства, вот, при котором они свою первую версию называли как бы «Конституция», что, в принципе, тоже возникло очень много дебатов. Задумка следующая. Есть субъект 1, есть субъект 2, и они между собой заключают договорные отношения в виде, ну, назовем таки, смарт-контракта. То есть code is law. То есть то, что написано в смарт-контракте, то является как бы законом. Но вдруг что-то пошло не так. Как бы мы не все условия прописали в нашем смарт-контракте, как бы, и начинаемся друг другу как бы делать некие претензии. То есть есть вариант просто так все оставить, там, плюнуть друг другу в спину, как бы, и сказать плохие подрядчики или там плохой заказчик. Или же мы, в принципе, дорожим как бы своей репутацией и говорим: окей, мы заключаем как бы с тобой договор, вот такой у нас есть смарт-контракт, но если что-то пойдет не так, мы выбираем себе арбитра. То есть мы выбираем себе там господарский суд Подольского району для того, чтобы там решать какие-то свои споры. После этого, если у нас есть диспут, его решает некий арбитр, и таким образом мы получаем то, что, в принципе, бизнес как бы привык. Сейчас на данном этапе этого еще нет, это не реализовано. У нас есть некая конституция, которая показывает, что в сети можно делать, что в сети нельзя сделать. И есть некий орган, который называется ICAF, iOS Core Arbitration Forum, который должен решать там вопросы глобального назначения. Сейчас, как бы, если брать очень грубо и аналогии, то как бы есть Конституция и Конституционный суд. Если некоторые субъекты действуют против сети, против Конституции, то ЕКАФ может, в принципе, дать предписание блок-продюсерам его наказать.
Что, в принципе, и вызывает так много дискуссий с точки зрения централизации и децентрализации. Но общая задумка — это все-таки блокчейн для бизнеса, на который можно положить некие бизнес-процессы. Что меня, в принципе, очень радует. То есть мое сейчас так уже субъективное мнение, если EOS, если не EOS, то кто еще сможет как бы существующих блокчейнов создать платформу для имплементации в реальном секторе экономики? То есть если еще как бы много из коинов, блокчейнов, протоколов так же самое как бы и станут работать в воздухе, и после проведения ICO как бы деньги на реализацию продукта закончатся, то нам пора всем расходиться. То есть нам нужно что-то, что будет в реальном секторе экономики. У меня большие надежды на EOS. Вот поэтому, в принципе, я так и хожу, там, пропагандирую. Так, итого, что ему удалось? Улучшить масштабируемость и скорость. Да, действительно, он быстрый, он масштабируемый, ему есть куда расти, далеко за 1000 и десятки тысяч транзакций. Комиссия за транзакции меньше и контролируемая, иногда как бы даже нулевая. Да, удалось сделать, доказано, проверено. Разработать устойчивую, совместимую с бизнесом экосистему. Это попытка, она к нему идет, но снова-таки, как только где-то появляется в сети очень-очень много людей, достичь консенсуса не математического сложно. Но я думаю, и Block.one, и другие участники понимают, что без этого EOS как бы никуда, поэтому достигнем. Рано или поздно какие-то правила для ведения как бы бизнеса будут достигнуты здесь. И все-таки теперь у нас есть блок-продюсеры, производители блоков на EOS. Вот тех, которые обычно всегда поливают грязью, что вот они вот такие демоны, которые блокируют аккаунты, которые приводят к централизации и т.д. и т.п. Зачем они здесь нужны? Тут есть такая, сильная взаимосвязь между capacity EOS, том, что он умеет делать, и как это достичь. То есть почему эфир у нас медленный, почему эфир там сложно управляемый и прочее. Потому что есть майнеры. То есть есть очень много involved party, которые, в принципе, собрать все воедино, что-то договориться быстро невозможно. Proof of work — это дает как определенный вид там децентрализации, но и свои минусы. Для того, чтобы блоки в EOS закрывались быстро, нужно гарантированное качество оборудования, вычислительных мощностей и сети. Представьте себе, что какой-то блок-продюсер по Wi-Fi подключится на офисном, поставит какой-то снизу типа тазик и скажет, все, там, я блок-продюсер. Сеть не будет так работать, потому что по самому протоколу PBFT нужно, чтобы определенное количество машин, то есть блок-продюсеров, подписали эти блоки. Эти блоки отослали в сеть, чтобы другие участники их получили, и чтобы это все случилось за полсекунды. С точки зрения инженера задача решаемая, но требует гарантированной пропускной способности, гарантированной вычислительной мощности, и гарантированного объема памяти. То есть, другими словами, для того, чтобы продюсить блоки, мы берем довольно-таки мощный сервер. То есть сервер там 256 мегабайт оперативной памяти, 24 ядра, мы ставим SSD-диски самые современные, делаем их в RAID и т.д. и т.п. Покупаем 100 мегабитные, иногда гигабитные каналы для того, чтобы обеспечить доступ там на разных континентах, потому что бывает там между Азией такой latency, что и за 0,5 секунды не всегда блок попадает на другой континент, происходит типа форки. То есть мы это все делаем почему? Потому что у нас есть, в принципе, квалифицированная команда, которая в блокчейне уже там некоторое количество лет набили шишек, мы понимаем, что такое оборудование, и только вот такой командой можно поднять сервис, на котором будет исполняться ваши другие приложения. То есть если дали возможность кому угодно на любом оборудовании поддерживать сеть, то это было бы рыба, рак и щука. Мы бы не смогли бы добиться такой производительной сети. Поэтому блок-продюсеры — это в первую очередь не какие-то там арбитры, законодатели, это трудяги, то есть это интернет-сервис-провайдер. То есть ребята, которые ставят свое оборудование, его поддерживают, должны поддерживать его профессионально для того, чтобы сеть функционировала. То есть если вспомним снова-таки, что EOS — это как операционная система, то она работает поверх вот тех мощностей, которые блок-продюсеры предоставляют. Не было бы блок-продюсеров с такими мощностями, с такой квалификацией и с такими требованиями, не было бы такой скорости, не было бы закрытия блоков каждые полсекунды. Вот откуда появились блок-продюсеры.
Ой, я уже сам сбился, что этот пользователь может создавать за 30 пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, снова-таки. Но на уровне протокола никто не мешает любому из нас послать транзакцию в блокчейн, сказать, и я вот тоже блок-продюсер. То есть желающих сейчас там продюсировать блоки или которые играются в сети, там уже больше 400. Помню, когда запускалось, было сотни, сейчас уже 400. И снова-таки, кто из них будет выбирать? И как это происходит выбор? Здесь мы получаем некую там прообраз политики. Есть токен-холдеры, которые выбирают блок-продюсеров, которые будут поддерживать сеть. И для того, чтобы выбрать блок-продюсера, нужно, по большому счету, заморозить свои деньги, то есть застейкать. Ты стейкаешь свои средства, допустим, на CPU и RAM, вот, и после этого ты в рамках того, что ты застейкал, делегируешь право блок-продюсеру выступать как бы за тебя. И у нас есть топ-21 блок-продюсер. Кто больше всего набрал голосов, тот и получает право продюсить блок. Это право как бы прописано как бы на уровне консенсуса, на уровне самого алгоритма, автоматически. Ну и кроме того, блок-продюсеры, они всегда ведут себя очень хорошо, потому что в отличие от выборов, как в Украине, там на каждые 4 года, твой голос как бы пользователи могут звать как бы в каждую секунду. То есть не получится так, что и мы вот такие все хорошие-хорошие, на 4 года попали в блок-продюсер и там делаем все, что хотим. Нет, каждую секунду делаешь что-то плохое, отключаешь ноду или, не знаю, как бы не нравишься как бы людям, за тебя отбирают голоса, как бы и все. Ты падаешь в рейтинг и больше блок-продюсеров как бы не производишь. Блоки не производишь. Один пользователь одновременно может отдать свой голос сразу 30 блок-продюсеров. То есть у нас не один там президент, а вот, допустим, там партия, как бы, и вот есть там те люди, как бы нам нравятся. Up to 30. Пользователь — это любой токен-холдер. Если у вас есть как бы публичный приватный ключ, то ключевая пара, на этой ключевой паре как бы есть какие-то токены под названием EOS, то есть сам EOS. Вы их можете застейкать и после этого подписать специальную транзакцию, что в размере моего застейкана я даю право, делегирую 30 блок-продюсерам, представлять по большому мои интересы. Есть ли сейчас инструмент, чтобы это использовать как кредитные средства, как это у нас там на Форексах тех же самых происходит или тупо в банке? Получить процент от того, что зарабатывает блок? Ну, тут мы возвращаемся на один шаг под названием Конституция. В Конституции прописано такой один пункт, что нельзя раздавать гречку. То есть нельзя пользователям что-то обещать, какую-то выгоду за того, что они тебя голосуют. Иначе их голос будет не объективный, ты их покупаешь. Ну и кроме того, если даже наплевать на Конституцию и представить себе, как бы, что ты будешь как бы, покупать эти голоса, то мы подсчитывали в ROI от такого return on investment является меньше 1% в год. То есть экономического смысла сказать вам и проголосуй за меня, я получу какие-то реворды, этими ревордами поделюсь с вами, нету, потому что будет какой-то 0,35%. Уже проще деньги там в швейцарский банк положить. Да неважно, это процентное. Ну, как бы, если у вас есть 100 ИОСа, я сами буду расплачиваться в ИОСах. Вот если как бы, мы вступили сами там в преступный сговор, вот, то все равно я вам смогу дать как бы где-то 0,35% ИОСов, если даже тот ревард разделю типа пополам. В этом нет экономического смысла просто. Поэтому ребята с Block One это подсчитали, ну и правильно сделали. Ну да, БП зарабатывает вознаграждение, избиратели нет. Если избиратели зарабатывают деньги, которые им дают БП, значит там что-то не то. Значит должен прийти ЕКАФ и надавать всем по заднице, потому что как бы нарушаем Конституцию. Пум-пурум-пурум-пурум. Дальше. Распределение, что такое реворды. То есть для того, чтобы поддерживать оборудование, достаточно дорогостоящее, как бы, нужно платить бабки. Вот. Кроме того, не обходится одним сервером. Там в нашей конфигурации у нас есть там 3 full ноды, как бы это такие монстроидальные серверы, которые кушают как бы хорошо ресурсов, кушают хорошо типа денег. Вот. Кроме того, мы их как бы бэкапим для того, для какого-то fault tolerance, если один вылетит. Вот там такие чтения, короче, по диску, что эти диски вылетают просто как семечки. Нам нужно его чем-то бэкапить. Плюс за ним еще стоит нода блок-продюсера, плюс стоит какой-то железный фаервол. То есть как минимум какие-то 3-4 железячки должны стоять для того, чтобы работать. Кроме того, если хотите, чтобы быть реальным блок-продюсером, вам нужно такую точку поставить как минимум на каждом континенте, где находятся другие блок-продюсеры, иначе ты будешь форкать. То есть в 3 точках ты ставишь такие ноды. То есть, это все нужны типа деньги, как бы деньги типа немалые. Поэтому блок-продюсеры получают реворды.
1% от эмиссии всей сети, инфляции в год идет блок-продюсерам. Причем из них 0,25 идет active блок-продюсерам, топ-21, и остальным, всем, кто ниже 21, топ-21, распределяется остальные 0,75. Для чего? Для того, чтобы также поддерживать и стимулировать тех, которые вышли за топ-21, поддерживать инфраструктуру и конкурировать как бы за место по солнышкам. Поэтому там, начиная где-то с 150, короче, идет такая жестокая бойня. Все блок-продюсеры, в принципе, занимаются, короче, политикой. Кто как может. Конкретно цифры чего? Мы сегодня получаем около 350 ИОСов в сутки за 26 место. Это, в принципе, с лихвой окупает затраты на оборудование. Вот. Это окупает затраты как бы на персонал. Офис у нас как бы по другой проект. Но если бы мы работали только на iOS, то мы бы, как бы были бы в легком минусе. Но кроме того, вот часть денег приходится тратить на какой-то маркетинг и пиар. То есть мы должны присутствовать там в группах, на конференциях, прочее. Если нас не будут видеть, за нас просто не будут как бы, ну, стейкать, грубо говоря, типа голосовать. Поэтому нас, как блок-продюсеров, стимулируют и поддерживать инфраструктуру, и как бы заниматься там политикой, и заниматься как бы неким как бы маркетингом. Поэтому не жируем. Так. Я могу без презентации рассказывать, но так было бы удобнее. Но операционные расходы есть. Вот, допустим, по операционным расходам. Не хотите показывать операционные расходы? Но для того, чтобы нормально работало, в один такой сервачок должен быть вот такой приблизительно как бы конфигурации. Таких сервачков на узле должно быть 2. Вот. Должны быть свитчики, должен быть еще один маленький сервачок, на котором непосредственно лежат как бы ключики. Вот. И должны быть канальчики. Вот. Поэтому такой узел только по железу обходится около 1,5 в месяц. Плюс у нас над этим работают 2 девопса как бы, и 1 как бы, в дежурном режиме. Работает PM. Я, в принципе, работаю, но с этого пока ничего не получаю. Вот. Работает маркетолог, работает копирайтер, работает бездев. То есть, ну, как бы на ЗПшке уходит довольно-таки большая часть. Ну, как бы ниже конфигурации как бы сложно. Ты просто вылетишь, как бы нет смысла как бы заниматься. Но снова-таки мы не топ-21. То есть те, кто идет типа в топ-21, там награда идет за 700 ИОСов, даже там где-то 800, бывает, видел даже 900 тысяч ИОСов как бы в день. Там уже как бы есть за что сражаться. Там уже, в принципе, можно позволить себе и, ну, не Феррари не купим, но хорошего коньячка хватит сверху. Так. Снова-таки вопрос о централизации. Ну, я, конечно, с моих уст это может быть прозвучать субъективно, но нифига он не централизирован. Как бы. Если мы посмотрим вообще на майнинговые пулы битка и эфира, то централизации там намного больше. Мы участвовали в этих, как бы там, я их называю там сходки блок-продюсеров, где практически все, кто блок-продюсеры, там, и кто не блок-продюсеры, и кто лузеры, вот, и пытаются как бы с друг другом договориться. Ну, это кошмар просто. То есть там кого-то убедить что-то совместно как бы сделать, это такая централизация на уровне типа хьюмана, как бы неприятия вот, друг друга, что до децентрализации там далеко. Конечно, с точки зрения какой-то, не знаю, там спецслужбы, которая там посмотрит, что и там iOS — это вселенское зло. Можно отправить гордых бойцов там в 21 местоположение, всем как бы им сделать типа свечов и в принципе это такого потушить. Но аналогичную штуку можно сделать и с битком. Как бы. Если ликвидировать практически все майнинговые пулы как бы, и большие центры, то на какое-то время, короче, его можно положить. Вот. Поэтому я не сказал бы, что он централизирован, но он больше понятен как бы, ну, для бизнеса. То есть если в iOS случится какой-то большой факап, а-ля типа какой-то DAO, то в принципе блок-продюсеры как бы, ради благого дела как бы, могут собраться и как бы, что-то исправить. Что такое ради благого дела? Исключительно как бы, меркантильные как бы, интересы. То есть если блок-продюсеры понимают, что благодаря какому-то там
там эпик фейлу. Сейчас как бы новость об этом распространится. Курс его упадет, от этого все пострадают. Поэтому благодаря каким-то меркантильным интересам как бы для роста как бы сети и капитализации своего коина, блок-продюсеры быстренько соберутся и пофиксят как бы все баги. Ну, я считаю, что это больше плюс, чем какой-то минус, который можно говорить как бы о централизации сети. Голосовать нужно было обязательно для старта сети. То есть 15%, пока не было бы 15% как бы эмиссии проголосовано, сеть не запустилась бы. То есть на том этапе это было обязательно. Сейчас нет, не обязательно. То есть вы можете просто хранить свой EOS на бирже и на каком-то кошельке, и ничего вам за это не будет. Вот. И на вас никто не будет обижаться. Захотите там поддержать какого-то блок-продюсера или быть, короче, более активным, пожалуйста, берите, как бы голосуйте. Ну, снова-таки, люблю пример с выборами как бы делать, да, то есть можем идти ходить на выборы, как бы, можем не ходить на выборы. За нас кто-то там, кто другой как бы проголосует. Вот то же самое как бы здесь. Поэтому от голоса пользователю никакого финансового импакта нету, вознаграждения, поэтому такая сознательность. Ну, вот и все. Оно меняется постоянно, вот, но с последнего, что я видел, это 37,02 какого-то процента. Ну, много. Сеть еще как бы сырая, ну, как бы инфраструктура для сети еще сырая. Нет достаточного количества воллетов. Единственная биржа, которая поддерживает голосование, это Bitfinex, и то оно там такое сделано, что я как бы, инженер с 15-летним стажем как бы в ужасе был от того, что я делаю. Как бы я не понимал, что я делаю, по инструкции что-то кликал, вот, очень сложно. Поэтому нету как бы Mazer Wallet какого-то, нету Ledger Nano, и пользователю, который нету времени или желания как бы вникать в суть, для этого просто голосование какая-то пытка. Вот. Я, честно говоря, вообще как бы хлопаю тем пользователям за 37%, кто их проголосовал. Потому что это такие трушные криптоны, потому что этот процесс голосования пройти, это нужно действительно иметь как бы выдержку. Кроме того, я некоторых своих там друзей, естественно, там просил проголосовать за меня. Вот. И как это все выглядит? То есть у тебя есть там на балансе, и у тебя есть, допустим, там 100 иосов. Когда тебе сначала нужно сделать стейк, то есть купить там какого-то CPU, допустим, вот, и ты делаешь этот стейк, и у тебя, на счету там 0, блин. Ты говоришь, куда же мои деньги поделись? Я говорю, да не переживай, они застейканные, только они лежат, из этого деньги купил CPU. На меня смотрят, как на какого-то дурачка, говорят, какой CPU, верни мне деньги, блин. Вот. А после того, как ты купил CPU, ты можешь сделать транзакцию типа delegate. Ну, настолько очевидно, что просто народ, когда это все слышит, как бы крутит. Кого ты покупаешь? У блок-продюсера? Что покупаешь? Ну да, ты системно смарт-контракта. Ну, по большому счету, ты покупаешь, если мы берем с точки зрения физических ресурсов, как бы, то да, это приложение будет работать на блок-продюсере. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас приводили пример, что теоретически, я здесь, блок-продюсеры могут собраться ради благого дела. А может быть какой-то пример, когда они могут собраться ради неблагого дела? Да, теоретически могут, но снова-таки здесь как внешний долг, да? То есть если кто-то начнет, как бы кто-то кому-то очень много должен денег, и те деньги начнут как бы требовать, то стоимость этих денег как бы резко как бы уменьшится. Поэтому если соберутся суицидные блок-продюсеры, которые захотят вдруг повалить, короче, EOS и сделать типа очень плохое, как бы такая вонь подымется, как бы, что этот EOS как бы упадется в дно, пробьет дно, короче, и пойдет еще как бы дальше. Снова-таки, технически или теоретически, да, думаю, это возможно. То есть это не запрещено математически. Как бы люди народ типа странный. Там отсылаешь блок-продюсерам группу спецназа, в пальцы в двери, короче, не делают то, что тебе нужно. Вот. Но вопрос реалистичности и экономической целесообразности такого дела, как бы, вот его нужно задавать. Надеюсь, ответил. Вы знаете, желающих там запустить форков EOS я уже после 7-го случая перестал, короче, считать. Вот. Сначала боялся, смотрел, там, приглашал участвовать, все остальное, а потом просто забил.
ну, как бы столько народа там, как бы каждый пытается сделать как бы какую-то, преследовать свою меркантильную цель. Пока блок-продюсеры ничего как бы хренового как бы не сделали. Вот. Ну, мы видели, как блок-продюсеры фиксили баги, как бы и заново поднимали сеть, работая очень слаженно как бы, и очень быстро. Ну, за это готов похлопать в ладошки. Пока такого ничего плохого не сделали. Можно вернуться к вопросу стейка и покупки вычислительных мощностей? Какая цена, как она регулируется? Например, ты купил по $10, ты можешь потом расстейкать по такой же цене? Ну, к сожалению, как бы, по моему субъективному мнению, к сожалению, как бы, есть спекулятивная составляющая как бы, под RAM. Прошаренный народ как бы, увидел, что RAM как бы, на определенном этапе является типа, в дефиците, начал его скупать, ну, как бы, ну, скупать, потому что чем его меньше, тем как бы, он будет стоить дороже. И когда народ начал как бы, дубасить смарт-контракты, когда народу нужно было, короче, покупать память, она вдруг вот таким вот образом типа взлетела. Вот. Поэтому есть минус, сейчас есть, короче, пропозалы, как бы как это фиксить, эту память типа увеличивается, там есть определенный план, как бы, ну, проблема будет решена. Ну и вообще, типа, за что я люблю iOS, потому что есть какая-то проблема, если эта проблема мешает сети, то есть какое-то гарантированное или прогнозированное по времени, ну, по время решения этой проблемы. Потому что, как бы, ну, все остальные, включая блок-продюсеры, заинтересованы. Пум-пурум-пурум-пурум. Так, топ-N-нод получает право генерации блоков. Да, эти топ-21, они между собой шифтятся. То есть блоки там, по определенному алгоритму генерируют там, всех, кто из топ-21. Плохая новость для блок-продюсеров, что если ты все-таки пропускаешь блок, этот грех за тобой как бы навеки. Ты уже не отмолишься. То есть в блокчейне всегда будет видно, что ты пропустил блок. То есть есть некоторые блок-продюсеры, которые довольно-таки халатно отнеслись как бы, к инфраструктуре, поставили как бы хреновенькое железо, не позаботились типа о fault tolerance, как бы, и железо легло, на них, короче, пришла очередь как бы, генерировать блоки. Они этого не сделали, короче, были наказаны, как бы, ну, алгоритмически как бы наказаны. И этот грех за ними остался навсегда. Поэтому с точки зрения бэкапинга железа, ну, мы подходим, и остальные блок-продюсеры подходят довольно-таки как бы, ответственно. Потому что не простят, не скроешь свои грехи. А как бы, даунтайм будет за тобой как бы, навеки. Так, итого, что мы здесь хотел вам изобразить? Изобразить блок-продюсеров и их, допустим, голоса. То есть пользователи, и у нас есть 400 блок-продюсеров. Там 100 из них более-менее, короче, там понятно, или 50. Мы начинаем за них голосовать. В каждого из них есть как бы некий стейк. Вот. Мы этот стейк сортируем как бы по деску и получаем топ-21. Вот эти ребята имеют право участвовать в консенсусе. После этого они по очереди подписывают блок. Есть, как бы, думаю, всем известный алгоритм BFT. Они сделали еще асинхронный BFT. Не буду сейчас даваться в технические подробности. Вот. Но по большому счету протокол, история византийских генералов здесь как бы в действии. Немного проапгрейженная с точки зрения там, асинхронности, скорости и этих топ-21. Если ты вылетаешь из топ-21, короче, по стейку, ты больше не принимаешь участие в консенсусе. Я думаю, большинство знает, что такое консенсус. Больше пока не буду останавливаться, если нет вопросов. В принципе, то же самое здесь как бы изобразил. Так, но депоз. Плюсы как бы и минусы. Плюсы на результате это 2 блока в секунду. То есть мы получили довольно-таки быстрый блокчейн с консенсусом, который как бы работает и который можно смело называть immutable и все остальные как бы характеристики блокчейна и консенсуса. Так, теперь снова-таки токеномика. Новое модное слово. Что такое токеномика? Расскажу, куда же эти средства как бы деваются, как они, короче, появляются. То есть у нас есть общая эмиссия iOS. Она всем известна. Далее, инфляция, тоже для всех украинцев как бы, или экономистов знакомое понятие. Вот. Здесь у нас есть такая фокус, что инфляция как бы статическая, она прогнозируемая, в отличие как бы, от нашей экономики или от фиатной экономики. Далее, 1% этой инфляции идет блок-продюсерам. Вот. Причем из них топ-21 получает всего четверть от этого 1%. Остальные как бы, кандидаты, некоторые мы их называем, включая себя лузерами,
вот, получают 0,75%, но их намного больше. Если этих топ-21, вот, и них 0,25, то этих там ну, где-то 80, насколько я помню сейчас, получают награду те, кто зарабатывают at least 100 иосов. Если ты по алгоритму получаешь реворды меньше 100 иосов, ты пролетаешь, ты вообще ничего не зарабатываешь. Как бы, или лучше иди занимайся политикой или разработкой, короче, или вообще уходи с этого рынка. Как бы тут довольно-таки все жестко. Есть еще такие сладкие 4%, которые возбуждают всех, и которые тоже на Block One всех хорошо гавкают. Что же вы делаете? Вы на инфраструктуру техническую дали 1%, а в какой-то некий трежери вы как бы берете себе 4%. Меня сначала тоже возмутило, как бы, но все-таки не создатели. Дальше, как они собираются эти средства как бы использовать? То есть это трежери, не который идет там в карман Денуаремеру, как бы and company, это средства, которые они планируют направлять на поддержку и развитие сети. Так называемый workload proposal. Что такое поддержка и развитие сети? Это development, это маркетинг, это лобби, это резерв. То есть сделать все так, чтобы iOS было пользоваться лучше, чтобы iOS пользовались больше, чтобы было больше разработчиков, чтобы был больше engagement. То есть лобби-промоутинг, как бы маркетинг, я так называю. Вот. Сейчас этого механизма как бы нормального нету, он обсуждается. Причем он обсуждается хреновасенько. Как бы все блок-продюсеры увидят эти 4%, глаза загораются. Вот, и все же это дело как бы тянуть на себя. Поэтому вот где, а в VPS централизации точно не будет. Как только идет как бы меркантильные интересы поделить как бы трежери, как бы там консенсус как бы работает намного хуже, как бы, чем математический. А эти 5%, когда они генерируются? С каждым блоком? С каждым блоком, да. То есть с каждым блоком генерируется. И вот сейчас там, я подсчитывал, не помню по какому курсу, но здесь за год накопится что-то около, $500 миллионов в эквиваленте в этом трежере. Вот. И там есть планы для того, чтобы этот трежери распределять, тоже нужно будет голоса. То есть и давайте, не знаю, там сделаем в Украине там какой-то EOS Foundation или какой-то EOS Education. И все там токен-холдеры побежали голосовать. Да, там набрали большинство, допустим, и, значит, с этого там трежери выделили там какое-то количество денег на такой-то там пропозал. То есть есть пропозал, вот, и есть пользователи, которые такими же самыми голосами как бы его там поддерживают как бы, или не поддерживают. Ну, это пока только планы. Ой, сейчас пропозалов в миллион. Каждый блок-продюсер пытается какие-то пропозалы делать, но, к сожалению, они более политические, пропагандические, для того, чтобы просто вызвать. И вот он, я, блок-продюсер, который сделал пропозал, там похер, как бы примут его, не примут, короче, но проголосуйте за меня, как бы. Мне нужно где-то выпендриться. Вот, поэтому пока бардак. К сожалению, пока бардак. Так, AT Club, конечно. Там вот нижняя строка. Мы там себе посчитали, может у нас математика какая-то неправильная, но вот топ-21 блок-продюсеров получают даже застейкав себе там топ, сколько у них, по $500 миллионов, да, у Bitfinex, еще у кого-то, а награда у них там в месяц получается какая-то смешная, десятки тысяч долларов, вообще несопоставимая с этим объемом. Все правильно? Это правильная математика или мы что-то упустили? Да, пропустил немножко, я рассказывал про это, как бы вернусь для повторения. Есть конституция, которая говорит, что гречку раздавать нельзя. Подкупать избирателей нельзя. Они должны быть сознательные граждане, которые выбирать только своего блок-продюсера, который полезный для сети, а не для личного кошелька. Поэтому в Конституции это запрещено, но народ же любит нарушать законы. Поэтому математически сделали так, что если ты хочешь сам себе купить блок-продюсера, то тебе придется зарабатывать с этой покупки будешь меньше, Влад, не помнишь, там 0,83%, да, судя по такому вот. Да, до 1% по максимуму. То есть, конечно, можно попытаться купить себе много-много стейка и попытаться голосовать за своих 30 блок-продюсеров,
как бы, если там какая-то атака экономическая. Но это все быстренько запалится, ЕКАВ даст тебе по заднице, как бы это всем закончится. То есть вот эти вот типа реворды, они специально сделаны для того, чтобы у тебя не было экономического интереса покупать EOS и голосовать само за себя. То есть тебе нужно заслужить голоса как бы токен-холдеров. А экономического стимула особо и нет, получается. Абсолютно нет. Скрытого никакого нет. Нет. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, место 26. Когда-то были 25, но как бы сейчас 26. Про наши full ноды я рассказал. Разработку, как бы, ну, много чего делаем как бы сейчас для экосистемы EOS. Ну, тулзы. То есть делаем какие-то вещи для того, чтобы EOS было пользоваться типа там легче. Потому что то, что сейчас как бы есть там пару приложений как бы там нормальных, но все очень еще сыренько, нету ничего как бы стабильненького. Нету такой развитой инфраструктуры, как для эфира. Поэтому мы как блок-продюсеры, как в принципе IT-блокчейн-компания пытаемся туда контрибьютить. Чем больше будет пользователей, тем больше будет EOS для нас. Может быть дороже. Может наконец-то выйдем в плюс и будем что-то зарабатывать. Из того, что мы сейчас делаем, мы сделали голосовалку, такую как бы, ну, более простую, как бы офлайновую, которую можно сделать проголосовать буквально типа за 3 секунды. Генерируем определенный файл, отключаемся от интернета, вводим свой приватный ключик, генерируем там транзакцию сразу стейка и воутинга, подключаемся к интернету, отправляем транзакцию в сеть. То есть не нужно делать как бы, ну, множество тех вещей, которые в других кошельках. Ну, не скрою, сделали для того, чтобы за нас больше голосовали. Вот. Народ голосует, народ пользуется. Делаем сейчас wallet. Причем в wallet мы делаем такой, тоже пытаемся сделать максимально его простым. Большие две формы, from to, выбрал amount, подключился к скатеру за приватным ключиком, как бы отправил. Как бы должно быть все максимум как бы быстро и удобно. Сейчас из таких как бы, ну, посложнее как бы проектов мы пытаемся положить блоки вообще как бы, ну, под дисковую систему, всунуть в Кассандру, потому что, ну, как бы диски убиваются как бы, ну, очень сильно. То есть там такой интенсивный read-write, что там с рейдов эти диски вынимаем, вставляем, они как пирожки просто как бы горят. Кроме того, ну, как бы 2 блока в секунду, как бы, когда-то дисков не хватит. Поэтому нужно или что-то кластеризировать, как бы, или идти в клауд какой-то. То есть там, где в клауде проблемы и как бы ИО как бы решены. Но снова-таки как бы сам Block One и другие блок-продюсеры говорят: ребята, ну не размещайте свои ноды в клауде, потому что вот именно вот это будет централизация. Потому что возьмет Amazon и Google, там, перекрывает порты, сделает там свитчов 21 блок-продюсер, и EOS закончится. Вот, поэтому практически все блок-продюсеры как бы, ну, берут свою инфраструктуру, берут свои сервера, вот, и сами как бы решают те проблемы, которые в принципе в клауде можно было как бы их решить. Поэтому одной из больших проблем мы видим систему как бы, ну, чтения записей и пытаемся сейчас кластеризировать работу с данными в Кассандре. Кассандра — кластер, который пишет сколько угодно, читает сколько угодно, хорошо масштабируется. Вот над этим мы сейчас как бы трудимся. Ваша инфраструктура, вы сейчас сказали, стоит $1500 За узел. За узел? Да. А в какой период времени? В месяц? Месяц. Ну, это аренда. То есть мы не покупали, потому что я боюсь под EOS покупать оборудование. Это физические сервера вы арендуете? Да, это физические железные сервера, не клауд. Хорошо. А вы сравнивали эти же мощности, сколько бы вам выходило в клауде? В клауде Аренда. выходило бы дороже. Насколько? Ну, Мне нравится ответ существенно, я уверен, все его скажут сразу. Ну, я помню, что ко мне пришел DevOps, сказал, короче, вот там столько-то, там столько-то. Я даже не помню сколько, но мое решение было однозначно сразу, на следующую секунду. Ставим как бы свои серваки, потому что там будет как бы чрезмерно как бы дорого. Но проще. Там задеплоил, как бы купил себе там рема, место, короче, и пускай себе там дубасит свои блоки, как бы ты не паришься. Вот. Но посмотрел на комьюнити, на группы и понял, что, наверное, неправильно. Вот это вот, если блок-продюсеры придут в клауд, это будет централизация. Вот это будет, короче, проблемы. Я думаю, блок-продюсеры это понимают. Скажите, это совпадение, что у вас стоимость инфраструктуры в месяц и сколько вы зарабатываете в деньгах в
Не знаю. в феврале Ну, это сейчас... Не, это совпадение, потому что, еще раз вам скажу, у нас нету 4 года как бы на выборы, которые нас выбрали, и мы 4 года в Мраморе стоим на 26 месте. То есть наше место как бы тоже скачет. Там бывает, зайдут там китайцы, начнут мышцами двигать, короче, блин. Этот список так шифтится, что мать моя женщина. Можем в 26-м, может быть, там 30-м, бывали на 25-м, как бы, и снова-таки, там еще есть формула ревордов, они не статические. То есть для того, есть voting power, который со временем уменьшается. Там в этой формуле участвует как бы таймстемп, поэтому чем реже ты голосуешь, тем твой voting power будет меньше. Естественно, за тех, кого ты поголосовал, они будут типа делать меньше ревордов. Поэтому вот эта типа штука, наш заработок, он очень как бы динамический. А в чем тогда экономический интерес? Почему такая борьба за место быть блог-продюсером? Тут много девушек, я бы сказал бы другими сравнениями, как бы зачем Можно IT-компаниям любыми. там, мальчики машинами меряются, да. Ну а кроме этого? IT-компании в блокчейне там меряются местом, короче, в блок-продюсере. То есть в первую очередь, конечно, это, мне было бы приятно быть топ-21 там блокчейн-компаний в мире, да, если мы там берем как бы EOS как Next Generation там блокчейн. То есть там какая-то слава, как бы и самолюбие, она как бы тешится как бы любой компанией. Вот. Реворды, если мы идем, не говорим про лузеров, как бы тем, которые там ниже 21. Ну, реворды там примерно 700 эусов в сутки. Да, там 700-800 еусов в сутки. Ну. Если ты все нормально настроишь, как бы у тебя уже будет как бы налаженный процесс, тебе не нужно будет там держать круглосуточный там девопсов как бы и тратить его на маркетинг, то это нормальный бизнес. То есть если все еще мечтают, что в EOS будет там в ближайшее время там по 10, то возьмете 800, умножите на 10, умножите на 30 и поймете, что вполне себе хороший бизнес, можно жить за него, содержать Мы же компанию. говорили вот только что нет никакого интереса экономического. Я говорил, что нету экономического интереса покупать EOS и за себя голосовать. В этом нет экономического интереса. Но быть сервисной компанией, как бы, да, есть интернет-сервис-провайдеры. Они... А как? Хорошо, у меня есть 100 иосов, я хочу за кого-то проголосовать. Мой интерес. Никакого. Поддержать блок-продюсера в вашем регионе. Поддержать блок-продюсера, который для сети коммитит, делает какой-то contribution. В какой ваш смысл идти голосовать типа на выборах? Можете не голосовать. Придет Черновецкий, раздаст бабушкам гречку, и будет все хорошо. Да, у меня уже... AtiClub. Есть еще Crypto Alliance, за украинского, по крайней мере. Так, я думаю, меня уже тут немножко ограничивают как бы по времени. Буквально пару вопросов и перерыв будет. Вернемся. Куда вернемся? Давайте вернемся к тому пункту, там, где вы сказали, что EOS направлены на реальный сектор экономики. Можно конкретизировать, какие именно организации, предприятия вы имеете в виду? У меня сейчас нету организаций и предприятий. Торговые организации. Я пытаюсь сказать главную идею EOS. Где же оно? Там в начале было. Я уже... Вот, бизнес-комплайенс. То есть идея не взять там покрыть сектор там банки или там сектор, допустим, там страховые. Есть идея прийти к бизнесу с теми процессами, которые они привыкли. Процессы, которые они привыкли, это некий договор, и на случай того, если этот договор не будет исполняться, некий арбитражный орган, который даст возможность этот диспут либо решить. Окей, ясно. Каким образом вопрос конфиденциальности данных будет решен? Какой бы вы бизнес ни пришли, вы говорите, вот, чувак, есть блокчейн, давай теперь все твои процессы переложим на блокчейн, и все твои конкуренты, все будут видеть твои бизнес-процессы, клиентов, движение средств, экономика и так далее. У меня нету ответа на этот вопрос. Это есть некая платформа. Сейчас это, получается, она не нужна бизнесу, платформа, если она не может решить этот вопрос. Платформа дает новую возможность. Как бизнес уже это использует, это не вопросы разработчиков и не вопросы инфраструктуры.
Ну как это, не вопрос разработчика. Я- Вы говорите, что направлено на бизнес. Но это не мои вопросы, как там будут это использовать. Ну, смотрите, то есть это Если вы говорите для попытка бизнеса, вы дать- должны объяснить, как именно. А вопрос конфиденциальности, он стоит остро. Это холивар между децентрализацией, понимаете, открытостью данных, Ну, это, приватными это блокчейнами, холивар, короче, который публичными. решается Я на думал, уровне может, каким-то уже, как бы, образом у вас application. решен Нет, ну, в как бы, рамках публичного блокчейна. Ну, во-первых, как бы я не знаю, к сожалению, типа не Block One, как бы и изначально как бы эту идею типа не придумывал. Я всего-то навсего скромный блок-продюсер из разряда лузеров, которые как бы находятся в Украине. Поэтому вот так вот сильно повлиять как бы на экосистему как бы не могу. Вот. Но все-таки, если мы возьмем из всех блокчейнов, из всех там токенов, щиткоинов и прочего их концепцию, то EOS это из этого всего как бы добра единственное, которое хотя бы смотрит в эту сторону и имеет как бы подтвержденную какую-то capacity, инфраструктуру как бы и рабочую модель. Конфиденциальность данных, в принципе, решается как бы, ну, по-разному. Как бы. Может быть элегантно. У меня был проект, короче, который мы там чуть не запустили, как бы у нас был заказчик, которого была необходимость ГДПР, то есть продавать данные там кредитным бюро. Мы посидели, занялось где-то 1,5 месяца как бы дизайна, куда эти данные хранить, как их шифровать, как их расшифровывать, как давать типа доступ. Поэтому это проблемы уровня application, не уровня EOS. Если EOS был бы таким больше контрактным блокчейном, да, то его нельзя было бы назвать операционной системой. То есть это операционная система, в которой программы могут там, ну, исполняться какие-то процессы, включая бизнес-процессы, и при котором есть возможность арбитража этих бизнес-процессов, если они пойдут не так, как заранее планировалось. Ну, все. Абстракции как бы, уровня, как именно мы будем скрывать данные, как бы здесь не предусмотрено. Есть смарт-контракт, есть код, ты берешь как бы, ручками и прописываешь как бы, ту логику, которая у тебя есть. Все равно, получается, в конечном итоге мы должны доверять не коду, а каким-то людям, правильно? Как в вашем понимании это блокчейн, философия и так далее? Мы доверяем не блокчейну, мы доверяем не коду, мы доверяем не технологии, мы доверяем людям, арбитрам. Ну, давайте рассматривать просто более конкретно. Если мы с вами сейчас заключим какую-то там сделку, там, пари, спор в размере там 100 EOS, и результат этого какого-то действия, за которое мы будем триггера, как бы, будет каким-то ну, неправильным, мы друг друга не будем согласны, мы не побежим в суд, потому что просто будет дороже. Вот скажем, ну ладно, хрен с ним, короче. Блин. Но если мы возьмем какой-то процесс, при котором банк номер 1 должен заключить какую-то там сделку с банком номер 2, эта сделка должна быть на каком-то там блокчейне, как бы, ну, там, по дизайну или при необходимости. Вот. Вы когда пойдете в compliance department и скажут, типа, что это сделано на эфире, и если этот эфир куда-то там пойдет, и мы ничего не сможем сделать, эта сделка просто не состоится. Если в compliance department посмотрит, что да, мы сделку берем, таким образом контракт составляем, и у нас есть арбитр, который нам при необходимости его типа зареверсит или что задиспьютить, то тогда как бы эта сделка хотя бы как бы становится возможной. Но тут напрашивается вопрос, зачем блокчейн? Если все то же самое ты можешь делать без блокчейна. Спасибо. Ну так в реальном мире все точно так же происходит. Без блокчейна. Ну, смотрите, тут у меня есть следующий, как бы я начинал доклад уже с этого утверждения. Если в EOS не получится как бы, это сделать как бы, на блокчейне бизнес-процесс, то нам пора расходиться. Типа, ну, мы занимаемся немножко как бы, где-то не тем. Вот, поэтому, да, надежда у меня на EOS все-таки есть. На тех, кто будет ее применять как бы, в своих где-то бизнес-процессах. Спасибо. Спасибо. Я, в принципе, тут будут вопросы, подходите.